Итак, та самая ключевая, по сути, неделя для eFootball 2025 подходит к своему завершению. Или даже можно сказать, что уже закончилась. Судя по всему, закрытое тестирование также подошло к концу, и мы уже даже успели получить первое впечатление после нее. Судя по всему, одни из тех, кто приняли участие в этом закрытом показе, положительно отзываются после его посещения. Но обо всем по порядку. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Знаете, первые подробности я был бы не удивлен услышать от каких-нибудь японцев, я не знаю, блогеров, журналистов, бразильских журналистов, но никак не от индонезийского сообщества. Да, в Индонезии есть своя группа, которая, так сказать, играет в eFootball, которая ответственна за сотрудничество с Konami и даже пытается развивать какие-то киберспортивные мероприятия и турниры в сотрудничестве с японской компанией. И как раз-таки именно от них мы получаем первые, скажем так, подробности после так называемого закрытого показа eFootball 2025. Однако, как оно ни удивительно, все написано расплывчато и не до конца понятно, что имеется в виду, об этом чуть попозже, и действительно ли написан этот пост в Инстаграме, а он выложен именно там, как раз таки после закрытого тестирования. Но в любом случае все совпало просто идеально. И давайте же посмотрим, что пишет один из индонезийских представителей касаемо eFootball 2025. Вначале нам представлена такая тирада о том, что всякие попытки сотрудничать с Konami особо ни к чему не приводили, и в принципе оно неудивительно, потому что Konami достаточно своеобразные ребята, и, скажем так, им ничего не стоит просто прекратить сотрудничество на ровном месте, или при наличии того же самого сотрудничества просто в какой-то момент замолчать и гнуть свою линию. И, по сути, первая часть этому посвящена, что индонезийцы пытались, скажем так, развивать свое сообщество в eFootball, но Konami как-то этому не способствовали. Но уже в конце данного поста сообщается о том, что за последние несколько недель эти самые индонезийцы получили положительные новости касаемо eFootball 2025 и даже узнали дорожную карту на будущее. Конечно, ничего не уточняется, но тем не менее. И, скажем так, после такого вот небольшого депрессивного начала в данном посте заканчивается он очень даже положительно. Я очень рад развитию этой отрасли. Просто подождите и увидите хорошие новости для вас в августе и в ноябре. Достаточно интересная разметка, а именно август и ноябрь, и в принципе она очень даже обоснована. Учитывая все предыдущие разговоры, здесь даже скорее всего предполагать не стоит, потому что и так все в принципе понятно. Август — это возможный релиз обновления до 25 части, а именно конец августа, начало сентября. И скорее всего перед этим мы получим какие-то более-менее весомые новости. Ноябрь же, по словам Гальвани, это месяц, когда планируется глобальное обновление для eFootball 2025. И скорее всего, либо вместе с ним, либо перед ним мы также получим какие-то интересные новости. Хотелось бы верить, что касаемо Мастер-лиги, потому что, по словам Гальвани, того же самого режима карьера на старте eFootball 2025 мы не увидим. Поэтому, возможно, узнаем о нем что-то к ноябрю. А может и не узнаем. С другой же стороны, не стоит переоценивать все услышанное и увиденное, потому что здесь можно трактовать слова по-разному, и кто знает, возможно, эти самые индонезийские ребята говорят, скорее всего, о своем сообществе, о том, что они услышали положительные новости именно для себя, для развития игры именно в их регионе. И, возможно, та же самая дорожная карта посвящена каким-нибудь киберспортивным мероприятиям, которые связаны непосредственно с Индонезией, кто знает. Поэтому, как бы все прекрасно и интригующе это не звучало, давайте держать и эту мысль у себя в уме и в лишний раз себя не накручивать. Просто посидим и посмотрим, как оно будет развиваться дальше. Благо, до августа остается всего ничего. И уже буквально через пару-тройку недель мы узнаем, к чему конкретно относились эти слова и увидим ли мы что-то хорошее от Konami по eFootball 2025. Ну а в комментариях под этим роликом, как и всегда, я буду рад узнать ваше мнение касаемо всего услышанного и увиденного. Что вы думаете насчет слов индонезийских представителей сообщества eFootball? Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, чтобы помочь ему с продвижением. Ну и в целом, ваша активность всегда приветствуется. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые будут в описании и в закрепленном комментарии. И про этот канал также не забывайте. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!